Близнецы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2025 года. Июнь станет для вас точкой материального поворота. Вся астрологическая картина месяца разворачивается вокруг темы денег, ресурсов, личных ценностей и уверенности в завтрашнем дне. Это месяц, когда вы действительно можете выйти на другой уровень дохода, монетизировать свои знания, получить финансовую поддержку или найти новые источники дохода. Причем это не про случайность, а про осознанные действия и зрелые решения. В июне Юпитер, планета большого расширения, удачи, финансового роста, входит в ваш сектор денег на целый год. Это редкое и сильное событие, которое запускает новый финансовый цикл. Он может принести вам повышение доходов, рост клиентской базы, успешные сделки, больше уверенности в себе и в своих возможностях. Все, что вы начнете в июне в финансовой сфере, будет иметь долгосрочный потенциал. Это тот случай, когда удача приходит к тем, кто действует. Многие из вас задумаются, что умеют, за что вам платят, на что вы тратите деньги, как вы можете повысить свою ценность в глазах других и в собственных глазах. Возможно, вы примете важное решение начать зарабатывать иначе, взять на себя больше ответственности или наоборот отказаться от того, что давно тянет вас вниз. Период очень мощный, но не всегда легкий. Возможно, внутренние и внешние вызовы, особенно связанные с работой, профессией, репутацией. Могут быть сомнения, задержки, проверки, но это не сбой, это просто вызов. Если вы хотите роста, тогда вам нужно соответствовать и действовать. Чем яснее вы будете понимать, что вы даете миру и за что хотите получать, тем сильнее будет отклик. Июнь — это не месяц наблюдения, это месяц выбора. В чем ваша реальная ценность и готовы ли вы взять за нее достойную оплату? Все, что вы начнете в этом месяце, может заложить основу нового финансового цикла. И если вы не откажетесь от возможностей, они не откажутся от вас. Смотрите гороскопы правильно не только по знаку Солнца, по знаку зодиака, который вы знаете, но еще и по асценденту и Луне. Так у вас будет полная картина месяца. По асценденту чаще всего события проигрываются больше. Если вы не знаете свой асцендент или Луну, пишите в комментариях свою дату рождения, обязательно точное время рождения и место рождения, и я бесплатно для вас рассчитаю. На прошлых видео, там где были гороскопы на май, очень много было запросов, очень много комментариев, я до сих пор на них отвечаю, но некоторые из них затерялись, и кто-то пишет уже по второму разу, что вы мне не рассчитали. Тогда я уже вижу еще и первый комментарий. Поэтому, если я вам не ответила, пишите под этим видео, я обязательно для всех рассчитаю асцендент, Луну, Солнце, чтобы вы могли правильно смотреть свои гороскопы. Спасибо большое за все ваши комментарии и приятные слова. Я все читаю, и все комментарии, которые я вижу, я на все комментарии стараюсь отвечать. В закрепленном комментарии оставлю свой Инстаграм и свою почту. Временно я сейчас не провожу онлайн-консультации, консультации по звонку, но если вы хотите заказать натальную карту или личный гороскоп на год, на месяц, можете мне написать на почту. Я все оформлю, отправлю вам в PDF-формате, и вы сможете в любое удобное для вас время открывать и смотреть свой гороскоп. Инстаграм тоже оставлю в закрепленном комментарии, и когда вас станет больше, начну больше делиться своей личной жизнью и астрологическими подсказками. Давайте пойдем по датам, рассмотрим подробно, что с астрологической точки зрения принесет вам июнь. Итак, 6 июня Венера переходит в знак Тельца, и у вас, близнецы, она активирует 12-й дом гороскопа. Это особое положение, потому что Венера у нас планета, которая отвечает за любовь, удовольствие, комфорт, финансы, красоту. А 12-й дом — это дом уединения, тайн, закрытых пространств, а также отдаленных мест и изоляции. Поэтому события, которые будут происходить по Венере в этот период, скорее всего, не будут афишироваться, а останутся за кадром по разным причинам. Примерно 4 недели Венера пробудет в вашем 12-м доме, и за этот период кто-то из вас может уехать в отпуск подальше от людей на остров, в санаторий, в уединенный отель или просто в тихое место, где можно отдохнуть, выспаться, быть наедине с собой и набраться сил. И по Венере, скорее всего, это будет какое-то красивое место.
комфортное место, вы там прекрасно проведете время, потому что по Венере это всегда в удовольствие. 12-й дом еще и дом больниц, изолированных мест, поэтому кто-то из вас может лечь в стационар или пойдете на восстановительные процедуры или даже на плановую операцию, пластическую операцию, связанную с красотой. Венера — это все, что касается внешности и удовольствия от собственного отражения. А в 12-м доме она может дать импульс переделать себя, особенно если вы давно об этом мечтали. У кого-то из вас может проиграться как иммиграция или вынужденный отъезд. Может, вы уезжаете по визе, по работе, к родным или потому что так сложились обстоятельства. Венера у нас еще и планета любви, поэтому у некоторых близнецов могут начаться тайные отношения или появится симпатия, которую вы не хотите показывать. И не потому что это запрещено, а просто пока не хотите об этом говорить. 12-й дом — это еще и скрытые чувства. Может, вы в кого-то влюблены или кто-то в вас влюблен, но скрывает свои чувства. Может, кто-то из вас начнет какой-то тайный проект, связанный с красотой, женщинами, удовольствиями. Просто вы пока не хотите рассказывать об этом никому. Будете вести переговоры тайные, разрабатывать что-то и держать пока все за кулисами. Также Венера может дать вам финансовую помощь. Кто-то незаметно поможет, переведет вам деньги, вернет долг или оплатит вам поездку, лечение, отдых. Может быть и так, что вы сами захотите кому-то помочь, особенно женщине, которая сейчас не в простом положении. Венера в 12-м доме может еще принести иллюзию в любви, тягу к недоступным партнерам, скрытым историям, тайным желаниям. Поэтому важно не путать мечту с реальностью. В целом этот транзит Венеры про то, чтобы восстановиться, отдохнуть от внешнего давления и вернуть себе спокойствие. В этот же день, 6 июня, происходит еще один благоприятный аспект — секстиль Меркурия с Хироном, который дает возможность проговорить то, о чем вы раньше молчали, и исцелить какие-то переживания через доверительный диалог. У кого-то может состояться разговор с другом, с наставником, партнером, после которого вам станет легче. Это очень хорошее время для примирения, признания, поддержки, особенно в кругу единомышленников. Может, кто-то откроется вам душой, или вы сами почувствуете, что сейчас можно сказать правду и не бояться осуждения, потому что слова в этот день могут излечить. Венера в 12-м доме еще может принести тайные источники дохода, о которых вам пока не захочется рассказывать. 8 июня Меркурий, ваш управитель, переходит в знак Рака и попадает в ваш 2-й дом гороскопа. Меркурий — это планета мышления, речи, логики, общения, информации, обучения, деловых контактов, коммуникаций, переписки, поездок, оформления документов и оформления сделок. Он показывает, как мы думаем, как мы выражаем свои мысли, какие решения принимаем и как мы ведем переговоры. Для вас, близнецы, у которых Меркурий — это главная планета, его транзит особенно важен. В Раке Меркурий меняет свое поведение, он становится не таким быстрым, логичным, как в вашем знаке, зато гораздо более интуитивным, мягким и осторожным. В нем появляется чувствительность, способность слышать между строк и ориентироваться не на факты, а на внутренние ощущения, интуицию и эмоциональную безопасность. Для вас это означает, что тема общения, оформления сделок и мыслей переключается на сферу 2-го дома. Это финансы, доходы, самооценка, умение зарабатывать. Начинается период, когда вы будете больше думать о деньгах, сколько вы зарабатываете, как вы их тратите, как можно улучшить ситуацию. Также вы можете заговорить с кем-то о повышении зарплаты, получить идею для дополнительного заработка, заняться документами, связанными с бюджетом, пособиями, вложениями, кредитами или семейными тратами. Также возможны покупки, связанные с комфортом. Мебель, техника, что-нибудь для кухни, дома или уюта. Кто-то из вас может получить поддержку от семьи, особенно от женщины, или наоборот, начать помогать родным финансово. Также возможны важные разговоры о деньгах с партнером, родителями, с теми, с кем вы живете или ведете совместный быт. Многие из вас в этом месяце решат, что нужно больше брать за свою работу, потому что вы не готовы занижать ценник. А кто-то может наоборот подумает, как сделать доход более стабильным и предсказуемым. Это время пересмотра ваших ценностей, что для вас по-настоящему важно, за что вы готовы платить и за что вы хотите, чтобы платили вам.
Также это хороший период для монетизации домашних проектов. Работа из дома, уход, питание, онлайн-магазины, рукоделие, психологические или семейные консультации. Все, что связано с уютом, заботой и темой «Дом и женщина», за что отвечает рак. День подходит для принятия финансовых решений, запуска продаж, переговоров, оформления важных бумаг, ценных, подачи заявки, согласования условий или запуска нового денежного процесса. Не только этот день, 8 июня, Меркурий пробудет в вашем втором доме до 28 июня, до конца месяца. 9 июня происходит одно из важнейших астрологических событий месяца, а может быть даже всего года, потому что у нас Юпитер, планета щедрости, удачи, расширения горизонтов и возможностей, меняет знак и переходит в знак Рака, где он чувствует себя не просто комфортно, а как дома. Юпитер в знаке Рака находится у себя дома, и он действует особенно мощно и благоприятно. Для вас, близнецы, Юпитер начинает свое движение по вашему второму дому. Дому денег, доходов, материальной устойчивости, самооценки, ценностей, личных ресурсов и способности обеспечивать себя. Это значит, что в течение следующего года весь фокус смещается именно сюда, на то, как вы зарабатываете, сколько вы себе позволяете, как распоряжаетесь финансами и насколько цените то, что имеете. Юпитер может принести вам рост доходов, удачные финансовые решения, новые источники заработка, поддержку со стороны, уверенность в себе, желание поднять ценник или наконец-то получить заслуженное вознаграждение. Это очень хороший период, чтобы развивать проекты, улучшать свою финансовую грамотность, вкладываться в то, что действительно укрепляет вашу стабильность. Все, что связано с деньгами, теперь может работать в вашу пользу, если вы готовы действовать и расти. О том, как Юпитер в Раке повлияет на мир в целом и на каждый знак по отдельности, я записала отдельное видео, и оно уже есть на канале. Ссылку оставлю в описании под этим видео, переходите, смотрите. Там я рассказала более подробно. 11 июня происходит полнолуние в знаке Стрельца, и для вас, близнецы, оно попадает в ваш 7-й дом гороскопа. Это дом партнерства, отношений, важных связей, как личных, так и деловых. Полнолуние — это всегда момент кульминации, развязки и пика эмоций. То, что было начато раньше, теперь выходит на поверхность, вы получаете результат, завершение процесса, принятие решений, или вдруг вы можете увидеть человека или ситуацию такими, какими они есть на самом деле. Это полнолуние затрагивает ось 1 и 7 домов. Я и другие люди, мои желания и потребности партнера, моя личность и отношения. Может быть ощущение, что вы наткнулись на предел, либо ваши потребности не совпадают с ожиданиями партнера, либо отношения требуют ясности или назрело важное решение. У кого-то это может быть разговор, признание, разрыв, формализация союза или даже заключение контракта. У других может прийти осознание, что вы больше не можете тянуть эти отношения на себе. Или наоборот, желание укрепить связь, выйти на новый уровень близости, увидеть человека глубже за пределами привычного. 7-й дом — это еще дом наших открытых врагов, поэтому полнолуние здесь может вам дать кульминацию или развязку, связанную с вашими прямыми оппонентами. В этот день может быть важный разговор с партнером, супругом или человеком, с кем вы давно взаимодействуете в деловой сфере, семейной, или может быть это романтическая связь. У кого-то это будет завершение отношений, которые себя исчерпали, или наоборот предложение, сближение, переход к новому формату, смотря с чем вы пришли к этому полнолунию. Кто-то из близнецов выйдет на сцену, сделает презентацию, публикацию, выступление. У кого-то будет договоренность, сделка, особенно если вы работаете с людьми, клиентами, ведете соцсети или консультируете. У кого-то это будет заключение брака, расторжение брака, оформление бумаг или подписание каких-то соглашений. Полнолуние может дать кульминацию и развязку в какой-то теме, важной для вашего партнера, супруга или делового партнера, какие-то события в их жизни. Это полнолуние может обнажить не только конфликты, но и истинные чувства, которые долго скрывались. Будет решение каких-то вопросов, связанных с оформлением договоров,
завершением процессов, связанных с сотрудничеством, переговорами, партнерскими проектами. У кого-то будет пик активности в работе с клиентами, результат после долгой подготовки, первый доход от консультации, запуск или наоборот завершение партнерства, которое больше неэффективно. Полнолуние в 7 доме — это всегда поворотный момент в отношениях, когда вы больше не можете притворяться или ждать. Все обостряется, чтобы вы могли понять, идти дальше вместе или по-разному. Полнолуние в 7 доме даст вам кульминацию, развязку или решение проблемы, связанной с партнерством. 17 июня Марс, планета действия, энергии, активности, воли, инициативы, переходит в знак Девы и попадает в ваш 4-й дом гороскопа. Это сектор, связанный с домом, семьей, местом жительства, недвижимостью, корнями, отношениями с родителями и внутренним эмоциональным фундаментом. Когда Марс оказывается в этой зоне, он запускает движение и активность в темах, которые раньше могли быть стабильными или не меняться годами. У кого-то может начаться переезд, ремонт, оформление документов на жилье, конфликт с родственниками, особенно по бытовым или имущественным вопросам. У вас может появиться желание срочно навести порядок, все структурировать, организовывать, переделывать, выбрасывать лишнее или наоборот что-то докупить. Это очень хороший период, если вы хотите заняться продажей, арендой или покупкой жилья. Марс даст вам энергию для действий, хотя иногда он делает процессы слишком резкими и конфликтными. Кто-то из вас займется документами, связанными с местом жительства, ВНЖ, гражданство, виза. В отношении с близкими людьми может стать напряженно, особенно если есть давно назревшие вопросы, претензии какие-то, обиды. Они могут сейчас всплыть, и вам придется с этим разобраться. Марс в Деве может давать желание контролировать все в мелочах, вплоть до того, кто как складывает вещи, как кто ведет себя дома или нарушает личное пространство. Это не лучшее время для навязывания порядка, но отличное, чтобы заняться полезными делами, которые вы давно откладывали. У некоторых из вас эта энергия проиграется как необходимость срочно помочь кому-то из родных с переездом, с организацией чего-то, лечением или решением практических задач. Эмоционально вы можете быть более раздражительными, если чувствуете, что домашняя обстановка не дает вам расслабиться. Но если направить энергию в конкретные действия, к примеру, разобрать завалы, организовать новое пространство, сделать полезные изменения в быту, то это может принести отличный результат. Также этот транзит активирует работу из дома. Вы можете сосредоточиться на домашнем проекте, начать зарабатывать из своего пространства или создать более эффективную рабочую систему, особенно если у вас фриланс, творчество или вы совмещаете быт и работу. В целом это время навести порядок в личной зоне, но делать это с умом, не превращая в критику или давление на других. 21 июня Солнце входит в знак Рака и освещает для вас, близнецы, тот же 2-й дом гороскопа, который является очень важным и ключевым в июне месяце. Это сфера личных доходов, финансовой устойчивости, самооценки, ценностей и ресурсов, которыми вы распоряжаетесь в повседневной жизни. Солнце — это планета ясности, осознания и жизненной энергии. Когда оно попадает во 2-й дом, оно буквально подсвечивает, на что вы опираетесь, сколько вы зарабатываете, куда уходят ваши силы и деньги, и насколько вы ощущаете внутреннюю стабильность. Это может быть момент, когда вы вдруг ясно увидите, вот за что мне платят, вот на чем я реально могу зарабатывать и куда утекают мои ресурсы. Появится желание лучше организовывать бюджет, пересмотреть цены, договориться о чем-то важном, отказаться от лишнего или наоборот инвестировать во что-то нужное. Солнце в Раке дает теплую, заботливую энергию, и во 2-м доме оно может фокусировать внимание на таких направлениях заработка или деятельности, которые связаны с домашней темой, уютом, заботой, питанием, женщинами, детьми, семьей, эмоциональным комфортом. Это может быть бизнес, связанный с едой, доставка, кулинария, выпечка, домашнее питание или работа в сфере жилья, аренда, дизайн, уют, текстиль, мебель, оформление пространства или то, что связано с женской аудиторией. Уход, массаж, салоны красоты, косметика, поддержка, консультации, товары для мам, для дома, для малышей.
У кого-то это может быть заработок из дома, создание онлайн-продукта или услуги, особенно если вы делаете что-то душевное, теплое и практичное. Солнце может высветить и внутреннюю финансовую неудовлетворенность. Вам может стать очевидно, что вы зарабатываете меньше, чем хотелось бы, или что вы слишком занижаете себя. Могут всплыть темы зависти, конкуренции, ощущения, что другие ценят себя больше. Это повод не обижаться, а спокойно задать себе вопрос: чего я хочу, сколько я реально стою, готов ли я заявить о себе. Солнце здесь дает вам возможность выйти из тени, обозначить свою ценность и подумать о стратегии роста не с позиции амбиций, а с позиции внутренней зрелости. Ставьте себе цели на ближайшие месяцы или даже на ближайший год, так как Юпитер будет у вас в Раке во 2-м доме. Ставьте цели увеличить свой доход, создать подушку безопасности, организовать свои финансовые приоритеты и перейти от хаоса к спокойствию. 23 и 24 июня формируется сразу несколько мощных аспектов: соединение Солнца с Юпитером, квадрат Солнца с Сатурном и квадрат Солнца с Нептуном. Все эти аспекты происходят в вашем 2-м доме, в сфере денег, доходов, самооценки и материальной устойчивости. Сначала соединение Солнца с Юпитером. Это одно из самых сильных аспектов месяца, который может дать реальную возможность увеличить доход, получить финансовую поддержку, удачное предложение, заключить сделку, найти новую работу или понять, в чем именно ваша ценность. Это мощный толчок к росту и расширению, особенно если вы уже давно что-то готовите или обдумываете. Это может быть крупная покупка, вложение в бизнес, оформление финансовых бумаг, открытие счета, подача заявки, повышение цен или выход на новый уровень продаж. Юпитер расширяет то, к чему прикасается. Солнце это высвечивает, и вместе они могут принести вам яркий инсайт, на чем именно вы хотите зарабатывать и за что именно хотите, чтобы вам платили. Но рядом с этим сильным потенциальным аспектом идут две напряженные квадратуры к Сатурну и Нептуну. Квадрат Солнца к Сатурну может показать реальные ограничения: страхи, долги, отказ, задержку, чувство, что вы не готовы или что кто-то сверху вас сдерживает. Это может быть начальство, система, правила или рамки. Кто-то из вас может услышать отказ в деньгах, в одобрении или в поддержке. А квадрат Солнца к Нептуну может внести путаницу, обман, самообман или иллюзии. Особенно если вы строите финансовые ожидания на мечтах, а не на четком расчете. У вас могут быть завышенные ожидания, или вам что-то предложат с подвохом, или вы просто переоцените свою готовность и немного можете обжечься. Но это не повод отказываться от возможностей. Важно смотреть на все трезво, проверять информацию, не поддаваться давлению. Не нужно тратить деньги на эмоциях, не нужно вкладываться в то, что вызывает у вас сомнения. В идеале используйте силу соединения Солнца и Юпитера, чтобы начать что-то ценное. Но не пытайтесь получить все и сразу. Это просто возможность, которую нужно выстроить со временем. Это не выигрыш в лотерею. 26 июня Меркурий переходит в знак Льва, и для вас, близнецы, он активирует 3-й дом гороскопа. 3-й дом отвечает за мышление, информацию, обучение, разговоры, короткие поездки, технику, транспорт, документы, соцсети, общение, логистику и организацию повседневных дел. Меркурий во Льве меняет стиль общения. Он становится ярче, громче и увереннее. Это период, когда вы можете начать вести блог, презентовать себя, записывать видео, выражать свое мнение более активно, работать с аудиторией или клиентами, подавать заявки, писать, выступать, делиться своими мыслями. Все, что связано с голосом, с речью, презентацией себя, может давать вам результат. Это хорошее время для оформления документов, старта обучения, продвижения своих знаний. Возможно, вас заметят, начнут цитировать. Вы захотите выйти на публику или создать нечто, где ваш голос будет звучать четко. Также возможны короткие поездки, деловая суета, встречи, оформление бумаг, активность с техникой, переездами, автомобилем. Меркурий часто включает тему логистики. Если вы работаете в продажах, консультировании, переговорах, обучении, это может быть очень активное время, когда нужно четко выражать свою позицию и не бояться показать себя. Июнь
Для вас, близнецы, это ключевой месяц, который открывает совершенно новый финансовый цикл. Самое важное событие — это вход Юпитера в ваш второй дом гороскопа. Астрологически это происходит раз в 12 лет. Планета большого расширения, возможностей, удачи и роста заходит в зону, связанную с личным доходом, самооценкой, ценностями и материальной устойчивостью. Это значит, что в ближайшие месяцы вы будете буквально выстраивать фундамент своей финансовой реальности на годы вперед. Если вы воспользуетесь этой энергией, будете действовать, не будете отказываться от предложений, идей и проектов, будете выходить за рамки, то Юпитер будет вас поддерживать. Но если вы решите сидеть в сомнениях, бояться, откладывать и надеяться, что кто-то принесет все готовое, эта возможность может пройти мимо вас. Практически все важные планеты в июне будут проходить через ваш второй дом. Там будут Меркурий, Солнце, Юпитер, новолуние произойдет в вашем втором доме. Все это усиливает фокус на теме денег, ресурсов, уверенности в себе и в своем месте в жизни. Это не просто суммы, это про внутреннее чувство, что я могу, я достоин, я умею себя обеспечивать. Вы можете переосмыслить, на чем хотите зарабатывать, как хотите жить, какие материальные цели действительно ваши. Также в этом месяце возможны реальные события, предложения, сделки, финансовые разговоры, одобрение, начало проектов или первая прибыль, особенно если вы работаете с людьми, знаниями в сфере уюта, заботы, еды, дизайна, психологии или онлайн-пространства. Полнолуние в 7 доме может обозначить развязку в отношениях или партнерских вопросах. Кто-то рядом помогает вам расти, а кто-то наоборот может вам мешать. Марс в 4 доме даст вам много суеты в семье или с жильем. Возможны переезды, ремонты, оформление бумаг. Но все это на фоне главного. Вы входите в год, где деньги, стабильность и уверенность в себе — это ваша зона роста. Июнь не просто месяц, когда можно что-то заработать. Это месяц, когда вы можете заложить новый уровень жизни и дохода на ближайшие 12 лет. Все, что вы начнете сейчас, особенно в финансовой сфере, при правильном подходе может вырасти в крепкий доход, новый уровень независимости и свободы. Главное, не прячьтесь, не бойтесь. И главное, помните, что Вселенная дает тогда, когда вы сами готовы брать. Спасибо большое за просмотр, за ваши лайки, комментарии. Я все читаю, мне очень приятно, вы многое пишете, много добрых слов. Я стараюсь всем отвечать. Если вам нравятся мои гороскопы и то, что я делаю, у меня на канале появился значок «Супер, спасибо». Можете нажать и отблагодарить меня. Дорогие близнецы, я вам желаю удачного и счастливого июня.